Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в одном из предыдущих видео я связала вот такую мини-сумочку из шнура. Шнур был Caramel Baby, она небольшая, это кроссбоди. Здесь основная ручка, это длинная цепь, и в принципе я решила ее оставить. Но хочу сделать к этой сумочке еще небольшую короткую вязаную ручку. Для этого я запаслась двумя вот такими карабинчиками. Они, кстати, точно такие же, как и на цепи, чтобы все было гармонично. И в этом видео я хочу рассказать вам, как я буду делать эту короткую ручку. Остаток от вязания у меня примерно 2 вот таких моточка. Вязание начинаю с набора цепочки из воздушных петель. Я набираю четное число воздушных петель. Это будет ширина моей ручки. Наберу 4 петли, перехожу к вязанию первого ряда. Воздушная петля подъема. Дальше вставляю крючок во второе звено, перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, вывожу петлю и делаю первый столбик без накида. Вяжу столбиками без накида до конца ряда. Два. Три. В последнюю точку делаю четвертый столбик без накида. То есть ровно столько, сколько я набирала воздушных петель. 4. И перехожу к вязанию первого ряда узора. Опять воздушная петля подъема, но узор я буду делать точно такой же, как на сумке, чтобы ручка гармонировала с сумкой. Поэтому здесь все должно быть вам уже знакомо. 2 столбика без накида. Раз. В следующую точку 2. Возвращаюсь на шаг назад, на ряд ниже. Вот сюда. То есть под наборную косичку, под ее обе дужки. Подхватываю рабочую нитку и делаю длинный столбик. 1. И заканчиваю этот ряд. В последнее звено делаю обычный столбик без накида под обе дужки. Вот он получается раппорт этой ручки. Снова третий ряд. 1 петля подъема, поворот, 2 столбика без накида. Раз. 2. На шаг назад, на ряд назад, в первую петлю. Вот сюда получается. Вывожу длинный столбик. И заканчивается этот ряд 1 столбик без накида в последнюю горизонтальную петлю. Петля подъема, поворот, это уже будет 4-й ряд, 2 столбика без накида. Раз, 2. На шаг назад, на ряд назад, на ряд ниже точнее, длинный столбик и в последнюю петлю обычный столбик без накида. Продолжаю работать такими рядами. Вот смотрите, получается уже переплетение. Узор абсолютно двухсторонний. На второй стороне он одинаковый с двух сторон. Тоже будет точно такое же переплетение. Поэтому мне кажется, что для создания ручки этот узор подойдет очень хорошо. В общем, работаю такими рядами на нужную высоту. Связала я несколько рядов. Смотрите, уже получается красиво. Коса, с другой стороны тот же самый абсолютно рисунок,
Та же самая коса, двухсторонняя ручка, достаточно плотная, но в то же время она и упругая. Но здесь еще и шнур очень мягкий. Если вы будете вязать из более плотного материала, она не будет такой упругой. И я хочу сделать еще обвязку по краю столбиком без накида, по периметру, для того, чтобы вот эти вот карабинчики присоединить. Но повторю, здесь последний ряд закрываю. И вставляю крючок в последнюю петлю, в кромочную, раскалываю ее, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю подъема. Здесь у каждого ряда есть последняя либо первая петля. Ее я каждый раз раскалываю и делаю по одному столбику без накида в каждый ряд. Тем самым число столбиков в принципе будет равно числу рядов в этой ручке. Видите, здесь я цепляю каждый раз 2 ниточки. Одну с лица и там еще перемычку с изнанки. Так будет плотнее и красивее. Работаю так вот до первого угла. Заканчиваю обвязку первой длинной стороны. Раз. Два. И последний ряд. Последний столбик по длинной стороне в последний ряд. Вот сюда. Дальше у меня начнется короткая сторона, но сначала нужно сделать уголочек. В уголочке я делаю по 2 столбика. Смотрите, делаю первый столбик в уголочек. Дальше беру карабин и прикладываю карабин с изнаночной стороны кольцом к себе и начинаю обвязку короткой стороны вместе с карабином. Сначала вкалываю крючок в ту же точку, куда уже сделан столбик, это уголочек, затем в карабин делаю 1 столбик, в следующую точку, это будут кромочные косички от наборного ряда, в карабин, и это будет 2 столбик, в следующую точку, под обе дужки кромочной косички, в карабин, и это будет 3 столбик и 4 столбик в последнюю 4 петлю. Это получается 4 столбик, да? Карабин привязан, его я просто вот так отгибаю. И дальше перехожу к обвязке второй длинной стороны. Но сперва сделаю второй угол, то есть в точку, откуда сейчас выходит столбик, добавлю 2 столбик, но без карабина. Это получается уголочек. Дальше первый ряд. Первый ряд здесь всегда очень плотный. Его я рекомендую сделать, помочь себе 2 крючком меньшего размера. Помогаю себе крючком меньшего размера, делаю 1 столбик, возвращаюсь к привычному крючку и продолжаю вязать в каждый ряд по 1 столбику, точно так же, как и на противоположной длинной стороне. Однако здесь петли ко мне стоят уже не лицом, вот эти краевые петли стоят ко мне изнанкой, думаю, это видно. Если мы посмотрим на обратную сторону, то здесь эти петельки будут с лицевой стороны. Я продолжаю точно так же захватывать 2 ниточки. 1 ниточка, 2 ниточка. Тем самым с лицевой стороны этот столбик точно так же раскалывается, и все получается симметрично, красиво и, в общем, радует глаз. То есть я раскалываю краевые петли с изнанки и вяжу по 1 столбику без накида в каждый ряд. Работаю так вот до этого угла. Заканчиваю 2 длинную сторону, подхожу ко 2 короткой стороне. Остается мне вот здесь 2 петли сделать. И я перехожу на 2 короткую сторону. Здесь тоже 4 столбика без накида будет. Сначала делаю уголочек, 1 петлю без карабина. Снова беру 2 карабин. Точно так же его прикладываю к изнаночной стороне кольцом вверх. В эту же самую точку вставляю крючок и в карабин. Подхватываю рабочую нитку, делаю 1 столбик без накида. В следующую кромочную косу под обе дужки подхватываю.
Второй столбик. Снова в кромочную косу. Третий столбик. И вот сюда делаю четвертый столбик. И еще нужно сделать одну петлю в уголочек. Добавляю вот в эту точку вторую петлю. На этом у меня получается уголочек завершен. И дальше нужно скрепить эту нить с помощью протяжки, так чтобы краевая косичка сошлась красиво и бесшовно. Вытаскиваю ниточку, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, увожу нить наизнанку и затем в последний столбик, в перемычку и в кромочную косу. И снова увожу ниточку наизнанку. Все, ручка на этом почти готова. Давайте спрячем хвостики. Хвостики я предлагаю прятать по длинной стороне в вязаном ряду. Беру крючок меньшего размера и прокладываю хвостик внутри вязаного ряда по длинной стороне. Кончик у этого хвостика я затем заплавлю, потому что шнур синтетический, он хорошо заплавляется, но при этом может сыпаться, если будет не заплавлен. Со вторым хвостиком поступаю точно так же и могу сказать, что моя ручка на этом готова. Ручка на этом получается готова. Вот такой вот широкий у меня получился плотный ремень с двумя карабинами. Узор в точности повторяет узор на сумке. Я здесь просто зацеплю вот так за край, и на этом сумочка будет готова. Вот так вот все смотрится вместе. Вот смотрите, какая ручка получилась. Надела я ее на сумку, прикрепила. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.